Здорово всем, вы на канале School PV. В этом видео мы поговорим об одном, наверное, из самых трудных данжей для новичков. Да и для ветеранов тоже. Для новичков, потому что они не знают, что делать, а для ветеранов, потому что у них начинает очень сильно пульсировать анальное кольцо, когда в пати тагаются вот такие незнающие, начинают тупить и тормозить проход подземелья. И этот данж пещеры вечности на 95 уровень, Чернокрыл. В этот данж нельзя так просто попасть, как в 39, 59 и так далее, так как он находится в другой локации, в Марае, доступ к которой вы получите только с 95 уровня. Это во-первых. Во-вторых, вам нужно будет сделать всю марайскую цепочку квестов, не сделав которую вас не пустят на Чернокрыло. Просто делайте все доступные квесты по главной линии в Марае. Завершающий этап будет, когда вам нужно будет взять квест у старейшины города Истоков «Опасная встреча». Но и после этого вы еще не проходите фейс-контроль на негра. После завершения всех квестов у камня в городе драконов выбираем портал пещер вечности. И нас телепортируют не внутрь, а к входу в данж, так как у пещер вечности два режима: Чернокрыл на 95 уровень и Аурагон на 100 уровень. После телепортации ко входу справа будет стоять НПС Манила. В нее берем итем крепкое вино. Без него вас не впустят в данж. Вино можно брать один раз в сутки. Советую первые пару дней брать вино, даже если нет ежи на негра. Потому что вдруг у кого-то работа, учеба, батя пизды дал и мамка ком забрала за то, что двойку получаешь. А ежа на черного уже взята. И на следующий день, допустим, опять ежа на него выпадает. И не имея вина в запасе, вы сможете только один раз попасть на него и закрыть только старую ежу. А новую уже не пройдете. Это раньше было пофиг, сколько у тебя вина. На него можно было ходить только один раз в сутки. А сейчас можно хоть до посинения, пока есть вино. После взятия вина подходим к НПС Грюн и базарим с ним. Это и есть тот самый секьюрити, который не пускал нас, сука, на этого Чернокрыла. Без всех вот этих вот действий. Теперь он видит, что квесты мы сделали, вино у нас есть, мы бухие, неадекватные, туда пускают только алкоголиков. Все, берем у него квест, все принимаем, он нас телепортирует в данж. На месте появления в пещере вы видите круг из кристаллов. В круге 8 кристаллов и 2 кристалла в центре, итого 10 кристаллов. В этот данж допускается full party, то есть 10 человек, но пройти его можно и в 8. После того, как вся группа зашла в пещеру, каждый член пати выбирает себе один кристалл, после чего лидер группы запускает квест у Вилании, и после этого у каждого члена пати появляются у нее доступные квесты. Каждый берет квест на свой кристалл, который он выбрал. После взятия квеста у вас в инвентаре появится итем инструменты, с помощью которого вы выкопаете свой кристалл. После выкапывания кристалла всех разбрасывают по всей пещере, то есть каждого телепортируют на территорию его кристалла. Это первый этап прохода этой пещеры. В чем его суть? Нужно пробежать эстафету в правильном порядке. Эстафета начинается с кристалла Альфа. После выкапывания кристалла вы увидите перед собой зеркало. У вас сейчас на нем нет квеста. Тот, кто будет на кристалле Альфа, у него сразу будет квест. Вот он берет квест и бежит по вот этим стрелочкам до следующего зеркала и сдает там квест. После чего появится квест у другого члена группы. Он берет квест на этом зеркале и бежит дальше сдавать. И так далее, пока все 8 человек не пробегут целый круг по пещере. Что нельзя делать в момент этой эстафеты? Нельзя выходить за пределы своей территории. То есть, там, где вы появились, возле своего зеркала, за вот эти лучи фиолетовые, да, вам нельзя заходить. Вот где зеркало, вы можете бегать, за него вы выходить не можете. Вот эта территория, где находятся мобы и стрелочки показывают, куда вам бежать, вы тоже можете бегать. До того второго зеркала, на которое вы будете сдавать квест. За пределы тех лучей вы тоже не можете выходить. И спрыгивать вниз тоже нельзя. Если вы сделаете что-либо из этого, выйдете за свою территорию, спрыгните вниз или выйдете за лучи, эстафета провалится. И всей пати придется бежать ее по новой. Всем придется спрыгнуть вниз. Вы появитесь в начале данжа, ПЛ по новой берет квест на эстафету, вы по новой копаете кристаллы и вас опять телепортируют. Это можно делать до бесконечности, пока не закроется данж через 4 часа. Но нахуя оно надо, блядь, этот гемор создавать в своей пати, правильно? Не тупите, блядь, проходите нормально. Так вот, и нельзя вставать в город. Если вас убили мобы, если вы встанете в город,
то же самое, провалится эстафета. Как выйти из этой ситуации, я расскажу немножечко позже. Для чего нужны эти мобы? Они на самом деле здесь стоят не только для того, чтобы создавать вам проблемы при забеге, они еще и полезны. Каким образом? Вы видите, что у вас появился квест на мобов. Его делать не обязательно, по желанию. Кто хочет делать, кто хочет не делает. После выполнения этого квеста, как вы убьете нужное количество мобов, у вас появится баф, который увеличивает урон от ваших скиллов по мобам и боссам, как баф Аира в КХ. Баф этот действует только в этом данже. Как вы выйдете из пещер, он исчезнет. На каждом кристалле разное количество мобов. Где-то нужно 35 убить мобов, где-то 15, где-то 3. Везде разное количество. Но и везде мобы разные. Мобов вы можете убивать тоже только на своей территории. Если вы выйдете за территорию бить других мобов, вам не только не засчитается в квест, вы еще, естественно, завалите эстафету. Вот эти шарики, которые стоят на вашей территории, они не наносят урон. Они никак не дамажат, у них различные дисейблы и дебафы. То есть, когда вы будете мимо них пробегать, вы можете словить обездвиживание, стан, несогласие, дебаф, который сжигает ману. Он может вас почистить, то есть снять с вас все положительные бафы. Вообще все бафы, которые на вас есть. Ну, блять, если вы вообще пиздец какой везучий, то вы можете вообще все сразу словить. И обездвиживание, и стан, и, блять, вас почистят, все нахуй сразу словите. Тем, кто одет хорошо, насрать. То есть они и без бафов справятся, и поймав стан, их мобы не убьют, но те, кто плохо одет, для них эти шары в принципе представляют угрозу. Потому что даже если хотя бы парочка мобов уже на вас сагрилась, вы бежите и ловите стан, или еще и в придачу обездвиживание, 2 моба вас разберут спокойно. Тем более, когда сдадут квест вашему зеркалу и настанет очередь ваша бежать, у вас появится еще 2 дополнительных моба на вашей территории, которые не идут в квест. Они просто появляются после того, как сдают квест вашему зеркалу. Просто для того, чтобы создавать вам проблемы при забеге. Поэтому, кто плохо одет, вы либо убейте мобов перед тем, как бежать, чтобы вас никто не трогал, либо юзайте ему слово истины, все возможные ускорялки, чтобы как можно быстрее добраться до зеркала. И если вас убили после сдачи квеста, вы добежали до зеркала, сдали квест, и мобы вас завалили. Ничего страшного, валяйтесь. Главное, что вы сдали квест, от этого эстафета не провалится. Она провалится, если вы встанете в ближайший город. Вы улетите не в город, вы улетите в начало подземелья, но вы завалите эстафету. Поэтому сдали квест, сдохли и валяемся, пока не завершится эстафета. О том, что она завершится, видно будет в чате. Красным цветом напишет, что задание выполнено. Вот после этого вы можете вставать в ближайший город. Теперь то, о чем я говорил, как можно выйти из той ситуации, если вас убили, но вы не сдали квест. Те люди, которые выкапывают центральные кристаллы, ну те 2 кристалла, которые в центре, они не бегут эстафету. Они после выкапывания кристаллов появляются на тех же местах, где все их копали. И у них автоматом появляется вот этот баф Аира. То есть они не бегут эстафету, и они не набивают мобов себе на баф. То есть халявщики, пидорасы, одним словом. Пока другие потеют, они, сука, стоят АФКшат. Но в основном туда ставят престол. Вот для таких ситуаций. То есть вы умерли и не сдали квест. Те, кто копал центральный кристалл, они могут перемещаться свободно по всей пещере. И при этом не испортить эстафету. Так вот приз бежит к вам, ресает вас, помогает убить мобов, если нужно, и вы добегаете себе спокойно до зеркала, сдаете квест, и эстафета продолжается. Другой вариант, чтобы не дергать вот так приста, не продлевать эстафету, если в пати есть мистик, соответственно, он на вас кидает яйца. Если вас убили, вы воскрешаетесь на том же месте. Если вы воскрешаетесь на том же месте, эстафета не проваливается. Она провалится, если вы в ближайший город подниметесь, потому что вы уже улетите за пределы своей территории. Встаете под яйцами мистика и бежите дальше. Либо можете, как альтернативу яйцам мистика, брать себе свиток воскрешения. Точно так же, если вас убили, свитком воскрешения встали на том же месте, побежали дальше. Вот поэтому в центр ставят в основном престол. Ну или ебланов, которые тупят и, сука, не могут побежать эстафету даже после 100-го объяснения. Теперь поподробнее про кристаллы. Как я говорил, забег начинается с кристалла Альфа. На этом кристалле летающие мобы. Там нужен персонаж с хорошей дистанционной атакой. То есть лучник, страж, жрец, маг и так далее. Те, кто сможет убить на расстоянии. Кристалл Бета. Там мобы снимают бафы. То есть помимо вот этих шариков, с вас еще и мобы будут снимать бафы. Поэтому там подойдет тот, кто хорошо себя чувствует и без бафов. Естественно, если вы хорошо одеты, то вам вообще поебать. Там любая профа вообще пробегает запросто эту бету. Потому что в хорошем шмоте любая профа себя хорошо чувствует и без бафа.
А если вот, как я говорил, вы слабо одеты, то, допустим, на бету танк хорошо подойдет, вар, страж. То есть эти ребята даже в плохом шмоте, они вполне могут выжить и без бафов. Кристалл гамма. Мобы кидают дебаф на скорость, то есть замедление. Кстати, вот эти шарики, про которые я говорил, они тоже могут кидать замедление. Вар неплохо справляется с гаммой, так как у него 2 ускорялки, одна вообще с врожденным антистаном. Поэтому отлично пробежит. Кристалл дельта. Там милишники. Кто не знает, кто такое милишники, классы ближнего боя. Бьют вблизи. Бьют они физической атакой. И бафаются тоже на физическую атаку. Агрятся большими кучами, поэтому там нужен класс с хорошей физической защитой. Подчеркну, я сейчас говорю, какой класс лучше подойдет к кристаллам для херово одетых людей. Вот. То есть, хорошо одетые, поебать, вы можете вообще любой профой идти на любой кристалл. То есть, там похуй. Я сейчас просто даю советы тем, кто плохо одет. Продолжим. Кристалл Эпсилон. Мобы первым ударом вешают дебаф, который через 10-12 секунд взрывается и наносит 40 тысяч урона. Простыми словами, песок, как его называют в ПВ. Они вешают на вас этот дебаф, и спустя 10-12 секунд вам пиздец. Снимается он либо уверенностью, либо 3 чи. Сами понимаете, на такой кристалл в идеале подойдет приз, потому что он может себя развеять. Но, так как престов ставят в основном, блять, в центр, то здесь уже копите 3 чи. Набивайте себе на зеркале 3 чи, и если на вас повесили песок, юзайте 3 чи. Но этот кристалл я вам советую пробегать на иммунке, и только на иммунке, особенно если у вас там плохой шмот и так далее. Если вы, не дай бог, еще заступили, забыли набить себе 3 чи, только на иммунке. Юзнули иммун и на истине, на всех ускорялках вообще, блядь, ебашите на всей скорости до зеркала. Добежали, сдали квест, там уже похуй, повесили песок, сдохли и валяйтесь. На этом кристалле, кстати, помимо приста, еще отлично себя чувствует адский страж, потому что адское избавление снимает все дебафы с него. А в сочетании с невидимым лезвием, которое моментально кдэшит, да, то есть откатывает это избавление, он сможет второй раз снять с себя песок. И плюс еще если 3 чи. То есть у него есть аж 3 рассеивания родных. Он сможет 3 раза себя снять песок. Этого просто с головой хватает, чтобы добежать до другого зеркала и сдать квест. Это, не знаю, полным дегенератом надо быть, чтобы с 3 рассеиваниями не успеть сдать квест. Кристалл Зета. Здесь мобы с иммунитетом к магии, поэтому на этот кристалл нужно вставать физическим классом. Кристалл Эта. Мобы с иммунитетом к физическому урону. На этот кристалл интовики. Кристалл Тета. Дистанционные мобы, бьющие физической атакой. Плюс вешают на вас дебаф, который сжигает ману. Вот точно такой же, как вешают эти шарики. После того, как эстафета пройдена успешно, все прыгают вниз, вас телепортируют в начало данжа, то есть вы там опять все собираетесь, ребаф, потому что по-любому у полпати баф слетит, кого-то шары почистят, кого-то мобы почистят, и лидер группы берет квест у второго НПС, у Вирджинии. После этого появляется первый босс, вот там вдалеке за мостиком его будет видно. У него нет каких-то особенных приколов, все что он делает, это просто толкается. Ебашит масс, который раскидывает всех в разные стороны. Встаем вот за вот этот камень, ну либо за тот второй. И когда он вас будет разбрасывать, вы просто будете упираться в этот камень, и никто никуда не улетит. Будете спокойно стоять на месте и бить его. В противном случае он просто вас расшвыряет в разные стороны, и вы будете больше времени просто бегать к нему, нежели бить его. Ну, естественно, это просто затянется на дольше. После убийства этого босса появляется второй, там дальше за 2 мостиками. Бежим к нему. Этого босса лучше шотать. Ну, просто это будет быстрее. Расскажу сначала, как по старинке он бьется. После того, как вы его сагрите, начнете бить, он через некоторое время исчезает. И в этом круге появляются 3 точно таких же босса, как он. Настоящий только один. На настоящем будет висеть черепаха. Снять ее можно только убив 2 других. Это если у приста нет печати. Если у приста есть печать, он просто ее вешает, естественно, снимается черепаха, и вы лупите сразу настоящего. Ну и это еще не конец. После того, как вы собьете ему достаточно хп, он опять исчезнет и опять наплодится. И вам придется несколько раз так его убивать. Это хорошо, если еще у приста есть печать, это будет быстрее. Если нет, то вам придется убить одного, второго, вы снесете достаточно хп, он опять наплодится. Вам опять одного, второго убивать, опять настоящего, потом он опять наплодится. Ну, короче, это пиздец. Поэтому все его шотают. Вот для шота, если пати еще плохо одета, нет точки, то есть дамаг не супер там обалденный, тогда лучше соблюдать строгие профы в пати, а именно вар это обязательно, кинуть драки, страж, навешать клеймо, желательно еще друид, чтобы повесить рану, син с проникающим ударом. Но альтернативу сину можно смертельный яд кинуть с джина.
и маг и шаман. Почему именно маг и шаман? Потому что вот эти клеймо у стража заточены именно вот в основном под эти классы. Особенно обжигающее клеймо. Под обжигающее клеймо маги с шаманами просто, блять, пердаки разрывают. С таким набором классов в пати, в принципе, даже если у вас нет точки, у вас галимый шмот, вы еще плохо одеты, пати все равно в состоянии будет шотнуть этого босса. Главное просто не тупить и делать все под счет. ПЛ считает, никто не рыпается без счета. ПЛ считает, все одновременно зажигают 3 чи, я имею в виду дамагеры. Потом по команде сразу врывается вар, кидают драки. В этот момент страж уже накидывает клеймо. Если у стража уже есть запал, страж еще и запал кидает. С джинов летят грязь, смертельный яд, все возможные дебафы, друид рану. То есть все это делается одновременно. То есть дамагеры зажигают чи, другие профы набрасывают дебафы. Потом все одновременно ее пиздят, и она очень хорошо отлетает. И после убийства этого босса появляется чернокрыл. Бежим к нему. Что нам нужно с ним сделать? Спустить. Вы его сейчас не убьете, он летает вверху, его нужно спустить. Тут уже в ход идут дальники. Ну опять же, страж набросит клеймо, вар может кинуть драки, он драками до него достает спокойно. Ему нужно сбить четверть хп, чтобы он спустился. Вот когда он только начал облет, если вы не успели его сбить, он начинает делать облет по всей пещере. И когда он второй раз начнет уже подлетать к вам, он начнет плеваться в вас огнем. Вся земля начнет гореть. В принципе, этот огонь дамажит очень даже неплохо. Те, у кого там 4к хп или вообще меньше, 100% сдохнут. Вас не спасет ни хирка, ни пельмени, ни сфера преста, все одновременно. Вы все равно сдохнете. Он реально жестко дамажит для тех, у кого слабый шмот. Помимо этого, к вам еще прилетят мобы. Его приспешники, они бьют физой. Они в изи убиваются, в принципе. Они не особо опасны. Самый опасный здесь огонь. Когда сбили четверть хп, он опускается, вы его убиваете. И все, подземелье пройдено. Но после убийства Чернокрыла пати не расходится, все спрыгивают вниз. И ПЛ снова берет квест у Вирджинии на награду. Это награда помимо той награды, которую вы получите за ежу. То есть это дополнительное. Вот за вот это вино, которое вы берете перед подземельем. Оно у вас потом исчезает и вам дается награда. На выбор вы можете взять либо таблетку на опыт, либо сундук. В этом сундуке либо миражи, либо обрывки древней книги, либо итем, который вы сможете поменять на морайскую пуху или на морайский шмот, какой захотите. У этого же НПС. Тут рандом. Вам либо миражи, либо обрывки, либо итем выпадет. Ну, как повезет. Вот и все. Кстати, тот момент, про который я говорил, что данж можно пройти 8. Если вы не можете собрать full пати, у вас всего лишь 8, не обязательно копать центральные кристаллы. Они в эстафету все равно не идут. Поэтому просто копайте те кристаллы, которые по кругу, пробегайте эстафету и идете дальше. Ну, в принципе, все. Да, затянулся немножечко гайд. Я говорил, что не буду делать длинные ролики. Но это все-таки было не 40 минут, тем более, вы видите, лишнего пиздежа не было, я говорил только четко, пытался максимально коротко и при этом не утратить основную суть. Я надеюсь, я понятно донес информацию для новичков, которые не знали, что нужно делать в этом данже. Поэтому, пожалуйста, не тупите, блять. Я понимаю, да, все мы были новичками, все мы учились. Но вы поймите, мы ветераны бесимся не от того, что вы не знаете, что делать, а от того, что мы вам объясняем, а вы, сука, все равно тупите. Понимаете? Вот это нас бесит. Поэтому теперь вы знаете, что там нужно делать, обработайте эту информацию и больше не тупите. Ну а ветеранам побольше терпения и заклеивайте жопу, когда идете на Чернокрыла, а то стул сгорит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите этот видос. Всем пока!